Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю 6 по 12 ноября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, всегда об этом говорю. Карты не расскажут о личной истории каждого из нас, но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И, глядя на метафорические образы карт, допустить, может быть, альтернативные варианты развития событий, то что-то на пару шагов вперед вы сможете просчитать. Или какую-то проблему, может быть, застарелую, как пазл какой-то у вас сложится, или найти этот самый выход из лабиринта. Осуществить что-то, да, для себя. Какие-то действия, словно мы просчитываем, так бывает. Итак, давайте важное событие на неделе, как видят карты. Неожиданное событие или неожиданности. Чему сейчас не время или что может помешать? А что будет помогать? Давайте узнаем, что скрыто. Дела, работа, бизнес. Посмотрим энергии на неделю. Финансы. Узнаем, что в личной жизни. Давайте перемешаю. Как будто колода просится. Личная жизнь и совет от карт. Давайте будем узнавать. Важное событие. Карта сила. У вас очень сильная позиция. Нет ничего невозможного. Единственное, импульс где-то не должен помешать, а импульс должен помочь как раз принять какие-то, может быть, решения. И вообще карта силы, энергетика, как у мага, великий манипулятор. Поэтому больше от нашей способности договариваться, а для вас это абсолютно ни разу не проблема. Поэтому какие вы задачи себе поставили, да вы их решите. И даже более того, что-то с таким плюсом, прогрессом, когда не просто останетесь довольны, знаете, это вот это чувство самодостаточности, да, я, в принципе, нет для меня ничего невозможного, но импульсы и эмоции как будто на коротком поводке следует держать. Нам всегда, даже карта сама об этом говорит, и в данном случае девушка прекрасная держит льва на цепочке. Вот эго наше, оно где-то не должно прорваться, может быть. Кстати, о своих планах никому ничего не распространяться, не держать словно совет с кем-то, не собирать мнение, да, один думает одно, другой другое. Нет, тут самодостаточность, самосохранение, как будто один близнец знает, что ему нужно, а что ему точно не нужно. Вот ваша сильная позиция. Неожиданности. Ну, разве что как новые способы заработка. Или деньги приходят. Кстати, если это актуально, нам кто-то может помочь деньгами. Или какую-то сумму мы можем получить. Ту, которую, может быть, ожидали. Но это может быть и какой-то ваш новый проект, где я могу заработать деньги. У кого-то это могут быть вопросы допустим, проплата за обучение, да, вот как будто мы учимся, Паш, все-таки. Может быть, вы пойдете на курсы чему-то обучаться, и нужно будет заплатить. Какое-то, может быть, начинание по этой карте, которое в последующем вы переложите тоже на какую-то финансовую составляющую. Может быть, это как по части работы, например. Вы станете более таким востребованным экспертом, специалистом, и от этого тоже ваш как жалование, ваш оклад будет увеличиваться. В конечном итоге какой-то финансовый эквивалент мы получаем. Или мы будем какие-то вопросы с детьми, может быть, и подросшими детьми, но тоже, может быть, ваша помощь с вашей стороны детям. Такое тоже может проиграться. У каждого вот по-своему. Варианты я перечислила. Чему сейчас не время? Да нет ничего, чему бы не было времени. Единственное, больше нам говорят на сохранение где-то финансы. Не тратить, не допускать риска. Больше, когда, знаете, мы отдаем предпочтение всему, что надежно, как и люди, те, которые надежные, как и способы, допустим, заработка, да, ведь у каждого по-своему, у кого-то дополнительные доходы, они самые разные бывают. И поэтому здесь не должно быть, знаете, как на авось понадеяться.
Здесь нельзя рисковать ни статусом, ни тем, что вы уже достигли, ни какой-то своей недвижимостью, например, либо должностью, да, если вы занимаете должность. Риск должен быть исключен полностью. Тут как раз все больше на преувеличение. Ну, нам карта подтверждает, у вас сильная позиция. Приятности какие-то или что нам помогает. Вы знаете, вот два короля уже, причем оба короля достаточно таких, которые олицетворяют положение именно в обществе, построить карьеру или иметь контакты с людьми, может быть, чиновниками высокими или представителями законной власти, но это для вас как будто в плюс, вам это помогает. Вообще это ваша энергетика по королю мечей. Это тот, который умеет правильно просчитать риск. Наиболее удачлив король мечей, дела, работа, бизнес, деньги. И поэтому что нам помогает? Вот в этих сферах наиболее продуктивный период у вас, как будто так. С другой стороны, это могут быть и какие-то знакомства, контакты с нужными людьми, может быть, новое как знакомство, новый контакт. И люди, которые нам помогают решить быстрее какой-то вопрос. Может быть, у кого-то, если вопросы были связаны, ну, слушанием в суде, такое тоже может проигрываться. Значит, есть, помимо вашей сильной позиции, ну, как-то получить желаемое больше. Вот тот вариант, который для вас более предпочтителен. Но если приходится договариваться, себя как будто под риск мы ставить не должны. Вот этот момент присутствует. Может быть, вообще вы окажетесь совершенно в новом каком-то обществе, мои дорогие близнецы, где вы раньше не были. И значит, смена окружения какая-то. Вас может даже заинтересовать другие люди, которые более перспективные, или те, которые более успешные. И вам захочется, ну, тоже быть, как и где-то в этих же энергиях, и вообще свое окружение поменять. Вот на этой неделе такое может захотеться. Тут вы многое можете пересмотреть, потому что у вас выпадает карта силы, старший аркан, и как будто самое время своим амбициям уделить внимание. Давайте, что скрыто. Луна. Ну вот это как раз и есть тысяча неопределенностей. Сказать, что мы что-то на этой неделе можем распланировать на далекий период времени, в деталях нет. Что-то мы тут явно не просчитаем. Поэтому жить одним днем, где-то, да, не рисковать собой, но в то же время перспективы-то видеть. В каком плане, что нам хочет сказать Луна? Будь готов, наверное, к тому, что какая-то твоя стратегия, тактика, она на короткий период времени тебе пригодится. А в последующем придется где-то гибче быть или менять, корректировать свои планы, потому что вот та обстановка на этой неделе, она еще не с точкой какая-то долженствующая. Пройдет время, дни, и по этой карте у нас Луна, и карта говорит, выглянет солнце и что-то встанет на свои места. То есть какая-то еще, может быть, обстановка, тема, ваше дело прояснится полностью. То, что теперь у нас словно за кулисами как раз по Луне, оно потом будет совершенно явно, точно, конкретно. То есть будут какие-то еще, как может быть, информационные дополнительные сведения к вам приходить, либо какие-то решения, может быть, чьи-то, или обстановка в обстоятельствах вокруг вас, она тоже будет меняться. Планировать хорошо, но быть готовым к тому, что придется корректировать эти самые планы. То есть цели мы сохраняем и намерения. А вот методы воздействия, договоренностей, но здесь надо быть гибче. Дела, работа, бизнес, давайте посмотрим. По двойке мечей как будто нужно с чем-то определиться. Или, знаете, как мы, может быть, какая-то ситуация, может быть, и по работе. Словно мы куда-то шли и приходим к какой-то стене, словно упираемся куда-то, и мы должны сделать выбор. Два меча, либо направо, либо налево. Вперед уже вот в каком-то заданном режиме или в какой-то траектории идти не получится. Как будто закрытый путь в чем-то. И время принимать важные решения. С другой стороны, решения, опять же, мы должны принимать сами. Не под воздействием советов чьих-то или чьих-то домыслов, потому что это все будет путать. А просчитать что-то, может быть, вот как раз будет наиболее перспективным и
не подвергать себя опять же риску, как будто двойка мечей, а нужно сделать один меч, чтобы остался, да. Может быть, вы будете и определяться с чем-то или с кем-то. Какой-то вопрос может быть связанный с законом или с какими-то положениями. Вы захотите тоже для себя прояснить. У вас все-таки, как и король мечей выпадает, так еще и двойка мечей. Что-то вы должны знать наверняка. Но есть, опять же, Луна, вот она у нас выпадает. То, что что-то мы, наверное, проясним или выясним на этой неделе, а что-то перейдет еще и на следующую. Все-таки 7 дней не такой большой срок. Вот все, что я перечисляла по верхнему ряду карт, правда, вот двойка мечей подтверждает, именно такая энергия будут для вас актуальны. Финансы, победа. Да, по финансам продуктивная неделя, может быть и какое получение денег, так и решение каких-то вопросов. Но и с другой-то стороны, карта победителя нам о чем говорит? Первое. Сохраняй все то, что ты имеешь. Это вот где-то то, что мы говорили, да? Это раз. И победитель, он понимает, что обстановка вокруг него постоянно будет меняться. Нет какой-то статики. И он готов удерживать любой ценой свои заданные позиции. У вас это на финансы. Поэтому, опять же, все то, что я говорила по верхнему ряду карт, нижний ряд как будто подтверждает. В личной жизни, мои дорогие. Может быть, поездку вы отправитесь, или вы ожидаете приезда человека. Может быть, вы с вашим человеком на расстоянии. Может быть, вы с семьей собираетесь куда-то переезжать. Может быть, вы делаете выбор, да, между недвижимостью. Или есть определенный тот момент, когда мы не хотим или не можем, может быть, оставлять что-то, как было раньше. Мы принимаем важное решение. Может быть, как раз двойка мечей будет где-то, знаете, как соединяются вопросы, к примеру, оформления документов и вашей личной какой-то истории, семейной истории, истории в паре или истории, связанные с вашими детьми. Есть определенные, может быть и не у всех, но у кого-то будет совмещено все ваши дела и вопросы семьи или личной жизни, как будто, ну, своего рода в одном клубке переплелись. И вам нужно принять Соломоново решение. Может быть, куда отправиться, а может быть, что делать дальше с этими отношениями. И так тоже может проигрываться. Все-таки восьмерка кубков – это карта ухода. Но и карта говорит еще, ведь когда мы ищем выход из сложной, создавшейся ситуации или из какого-то положения, и мы этот выход находим. Значит, правда, Соломоново решение вы как будто можете принять. Не говорит нам карта про любовь конкретную. Видимо, ну, может быть, как новое знакомство, я не могу сказать, что состоится на этой неделе. Да и судя по карте сила, больше нам о каком-то продуктивном периоде, который вы можете для себя благополучие, вот что-то для личного благополучия совершить или создать, рассмотреть какие-то варианты на последующий период, но, увы, не про любовь. Хотя предполагают какие-то манипуляции, но это, наверное, не новое знакомство, а как умение договориться. Или, к примеру, если были сложные отношения, то как раз найти выход и, может быть, как что-то проговорить. И часто так бывает. Мы сидим и додумываем что-то, и можно надодумывать разные вещи. А когда мы откровенно проясняем, то тогда все видим по факту. Может быть, какой-то важный разговор у вас состоится на этой неделе касаемо личной жизни. Карта совет. Вообще будет много информации. Может быть и много информации совершенно разношерстной. Вам самим, мои дорогие близнецы, уже где-то будет состояние, когда надоела какая-то рутина. Хочется с одной стороны драйва, а с другой стороны вы, кстати, можете понимать, что драйв не придает уверенности какой-то. И можете где-то пытаться найти между уверенностью, надежностью и в то же время с каким-то, ну, какой-то динамикой, вот среднеарифметической. Но карта в целом нам что говорит? Не занимайся теми делами, которые больше интересны кому-то. Или не обсуждай свои вопросы, это правда. С кем-то не пытайся словно собрать мнение, кто что думает по этому вопросу. Не откликайся сразу на ту информацию, которая
ты получишь. Она может быть ошибочна, могут быть и фейки. Ты можешь столкнуться с людьми, которые утром думают одно, днем думают другое, вечером вообще они думают третье. То есть вот сама по себе какой-то информационного хаоса, я называю эту карту, но это может быть сопряжено и с людьми. Почему? Совет. В совете звучит это так. Держись позиции стороннего наблюдателя и сохраняй свою как будто марку и то, что для вас будет наиболее актуально. Но по этой карте иногда проходит, когда кто-то проболтался, или с этой информацией мы что-то для себя узнаем важное. Перекладывайте на себя, кто знает, может быть, вот как раз что-то важное узнаем и сделаем какой-то правильный выбор. И будьте счастливы и любимы всегда.